Очень часто перед нами, декораторами, возникает необходимость создать нормальный фон для своего декора, будь то цветы или что-либо еще. Поэтому я вам без лишних вступлений расскажу и покажу, какой очень удобный, компактный и легкий фон вы можете создать. Сначала поговорим о форме. Мой фон получился в итоге около 3 метров и высотой 2 метра 30 сантиметров, но очень неудобно хранить и транспортировать фон, который у вас будет такой ширины. Поэтому мы элементарно делаем деление фона на 3 части. Мы создали 3 рамки шириной метр и высотой 2 метра 30 сантиметров, из которых у вас создается прекрасный цельный фон. Еще одним преимуществом такого фона является его цена, потому что все используемые материалы, они легко доступны и стоят достаточно недорого. Какие материалы вам понадобятся? Первое – это сама пленка. Это пленка, из которой делают натяжные потолки. Поищите в своем городе или в крупных городах вашей страны. Я думаю, что этот материал уже найти достаточно легко. У нас в Украине он продавался в очень большом ассортименте цветов. Как вы видите, и черный, и все оттенки любого цвета. С одной стороны, эта пленка глянцевая, с другой матовая. И свою фотозону вы имеете возможность сделать как глянцевой, так матовой или скомбинировать. У меня, например, центральная часть глянец, а боковые я перевернула и сделала матовыми. Для того, чтобы натянуть эту пленку, мы используем прямоугольный каркас из бруса. Брус у меня сосновый, диаметром всего 3 на 3 сантиметра. Мощнее брус вам не нужен. И как вы видите, для каждой части мы делаем сзади вот такие подставные треугольные ноги. И хочу сразу обратить ваше внимание. Делайте угол не совсем прямой, который у вас именно прилегает к вашему полотну, вашей фотозоны, чтобы она стояла немножко под наклоном и чтобы ее верх уходил немного назад. Это нужно для большей устойчивости. Помимо деревянных брусьев, вам нужны металлические уголки, саморезы и такие инструменты, как дрель, шуруповерт. Как вы видите, каждая часть нашей фотозоны обладает собственными двумя вот такими треугольными ногами, является абсолютно мобильной, вы можете как угодно ее установить. И потом на нижнюю часть вот этих треугольных оснований вы кладете просто мешки с песком или со щебнем, что вы сможете купить в вашем регионе. Как вы можете увидеть в нашем каркасе, когда вы делаете поперечную планку в вашем прямоугольном полотне, делайте ее не посередине, а немножко выше центра. Это опять же обеспечит гораздо большую устойчивость. Тогда, когда вы уже оформили свою лицевую часть фотозоны, всегда перед всеми встает следующий вопрос: как же оформить бока? Кто-то набрасывает туда просто ткань, кто-то оставляет незадекорированным боковую часть, но мне все это не нравится, поэтому мы нашли свое решение. Вы делаете точно такие же прямоугольные каркасы, просто меньше ширины. В моем случае это каркас шириной 40 сантиметров, у вас может быть больше. Все зависит от того, как далеко от стены вам нужно поставить свою фотозону. И крепим ее на боковые ножки, точно так же уголками и саморезами. Это очень удобно, и вы, как вы видите здесь, получаете просто аккуратный каркас, за которым ничего не видно, и спрятаны все технические элементы, и просто ставите его к стене. Вот такая классная фотозона у нас получилась, и действительно, эти пленки являются огромной находкой для декораторов и очень сильно выручают, потому что являются прекрасным, спокойным и недорогим фоном. Пользуйтесь этим методом. Если у вас возникают вопросы, пишите их в комментариях. Я буду благодарна за все ваши подписки, лайки и репосты нашего видео. Также в описании к этому видео вы найдете ссылки на наши инстаграм-каналы. Вы в нашем инстаграме по обучению можете увидеть, какие мастер-классы мы преподаем. Мы учим изготовлению ростовых цветов и другого декора. Поэтому подписывайтесь, оставайтесь с нами. Пока-пока. Удачи вам!